То, что может кино, не может никакой и другой вид искусства. То, что может литература, не может кино. Тогда бы не было смысла в существовании этих видов искусств. Они бы слились тогда, что ли. Мне кажется, что кино единственное из искусств, которое оперирует понятием времени. Речь идет не о том, что это искусство развивается во времени, но я говорю о времени в буквальном смысле слова. Ну, что такое кинокадр, который начинается с момента, когда мы говорим «начали», и кончается, когда мы скажем «стоп». Что это такое? То есть это фиксация реальности, фиксация по существу времени, фиксация и практически это консервы времени, которое мы можем просматривать теоретически бесконечно. Ни одно из искусств не может зафиксировать время, кроме кино. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени. То есть, если бы вы спросили, каким образом на вас влияет, скажем, ваш любимый Брессон, или Антониони, или Бергман, или Куросава, Мизакучи, я бы не сказал, что таким образом, что я пытаюсь им подражать. Это просто невозможно сделать. Прежде всего. Во-вторых, просто если бы я ставил себе перед собой такую задачу, я был бы просто далек от задач киноискусства. Потому что самое главное в любом искусстве – это найти свой собственный язык, найти способ говорить на языке, который свойственен только тебе и никому больше. Когда не умел отделить свою собственную жизнь от фильмов, которые я делаю. Для меня картины всегда были частью моей жизни вообще. Для того, чтобы сделать какую-то картину, мне приходилось всегда делать какой-то выбор жизненно необходимый, жизненно важный. То есть я знаю, что есть многие, кто умеет отделить свою жизнь от фильма. Я знаю многих, которые в жизни делают одно, в своих фильмах они говорят совершенно о другом, выдвигают какие-то другие идеи, высказывают другие новые совершенно идеи. То есть каким-то образом у них уживается их совесть с теми мыслями, которые они выражают в своих фильмах. Я как-то не умел никогда это. И для меня кино это не профессия, это моя жизнь. И каждый фильм для меня это поступок. Сейчас все снимают кино, все считают, все умеют снимать кино, понимаете? Все, кому не лень. Нетрудно научиться пленку снимать. И самое главное, что я вам советую тем, кто начинает с кино, это что, чтобы он научился не отделять свою работу, свой фильм, кино от жизни, в которой он живет. То есть, чтобы он не делал разницы между фильмом, своей работой и собственным поступком. Лучше сам. Потому что режиссер это такой же художник, как живописец, поэт, музыкант. И поскольку от него требуется, так сказать, отдавать всего себя целиком, то довольно странно бывает наблюдать, что ли, режиссеров, которые, что ли, относятся к своей работе как к какому-то положению особому, которое их поставила судьба, просто эксплуатируют свою профессию. То есть они живут одним способом, а картины снимают совершенно другого. То есть я хотел бы сказать режиссерам, прежде всего молодым, о том, что они должны отвечать морально, нравственно за те поступки, которые они совершают, делая фильм. Понимаешь? Это самое главное.
Ну и во-вторых, то, чтобы они приготовили к себе к той мысли о том, что кино слишком тяжелое, серьезное. Искусство, оно требует жертву тебя. И ты должен принадлежать ему, а не оно принадлежать тебе. Кино использует тебя в жизни, а не наоборот. Поэтому я думаю, что вот это самое главное для... То есть нужно служить, нужно отдавать себя в жертву искусству. Потому что я в последнее время, когда об этом думал, в отношении своей профессии. То есть мне кажется, что все, кто остается в истории кино как большие художники, как авторы, они все поэты. То есть тут такая закономерность, на мой взгляд. Авторское кино – это кино поэтов. И все настоящие режиссеры, большие, современные режиссеры, они, в общем-то, поэты. Все поэты. То есть что такое поэт кино, с моей точки зрения? Это режиссеры, которые создают свой собственный мир. Они пытаются воссоздать мир, найденный ими, так сказать, в окружающем действительности, в мире, в жизни, в которой они живут. Поэтому, так сказать, кино, принадлежащее этим людям, мы называем авторским или поэтическим кино. Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет, в чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о нем, потому что мы углубляемся и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью и миром. Искусство служит человеку для того, чтобы помочь ему, так сказать, духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя то, что мы называем свободой воли. Это очень трудная профессия. Я бы сказал, истребительная, самоубийственная. Особенно трудна она потому, что очень трудно в кино остаться самим собой. Потому что гораздо удобнее нравиться, чем не нравиться. А важно не нравиться. То есть не стремиться к этому. То есть как только режиссер начинает думать о том, чтобы понравиться зрителям, он уже совершает ошибку за ошибкой. Он больше думает о успехе, чем о сути своей работы. Кино – великое искусство. Несмотря на то, что сейчас мы видим его полное падение. Пусть называют как угодно мои картины. Я не согласен в принципе. Когда мне говорят, что вы думаете по поводу «Сталкера», я теряюсь. Скорее, это как-то какая-то притча, так сказать, парабола, чем научная фантастика. Я никогда не думал о том, как отнесется зритель, потому что я не знаю, мне очень трудно влезть в шкуру зрителя и узнать, что он думает по этому поводу. Мне кажется, что эта задача неблагодарная, да и ненужная. Так сказать, есть один путь – попытаться влезть в шкуру зрителя, вычислить будущий успех картины. Я не принадлежу таким режиссерам. Мне казалось, что единственный путь к зрителю – это остаться самим собой, быть самим собой, говорить собственным языком. И только тогда ты будешь понятен зрителю. Поэты, авторы не умеют нравиться. Но вместе с тем, когда вы говорите о том, каков выход и все это, наоборот, я пытаюсь в этой картине обратить внимание человека с внешней, так сказать, каких-то проблем, на внутренние проблемы
связанные с проблемой верности человека самому себе, каким-то внутренним идеалом. Так сказать, проблема веры, как проблема взаимоотношений личности и идеалом, заключенным, выработанным уже человечеством. До тех пор, пока человек не будет развиваться, и общество гармонически, пока он не будет развиваться внутренне, духовно и внешне, материально, так сказать, технологии, он не найдет, так сказать, успокоения, и его судьба будет трагична. Проблема в том, чтобы уравновесить эти две линии развития. Внутреннее, духовное, и внешнее, материальное. Материальное. И в этом, кстати, содержание этого фильма. Так же, кстати, как и «Солярис». Кстати, может быть, даже всех моих картин, которые я делал. Попытка уравновесить потребности духовные с потребностями материальными. Не знаю. Думаю, что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства находиться одному. То есть это не значит, что быть одиноким, это значит, что уметь не скучать самим собой, потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения. Мне приходилось голодать по-настоящему. То есть жить без надежды, скажем, иметь кусок хлеба на завтрашний день. Это очень тяжелое чувство, и оно унижает человека. Но вместе с тем оно учит нас, это состояние, это чувство учит нас быть сострадательным к другим. Мне кажется, человек, который голодал, не сможет никогда быть жадным. Для меня богатство, в общем, не означает ничего особенного, специального. Для меня богатство может гарантировать только какую-то жизнь, которую бы я хотел жить. Но поскольку я хотел бы жить очень простой жизнью, я не думаю, что я хотел бы быть богатым. Что значит богатым? Богатство – вещь относительная. Мне кажется, человек не нуждается в богатстве. И потом, мне кажется, богатый человек начинает меняться как-то внутренне. Он изменяется, он становится скупым, он начинает защищаться от других, начинает защищаться за свое богатство и потом начинает ему служить. Но мне кажется, что я недостаточно люблю себя, так же, как каждый из нас недостаточно любит себя. Мне кажется, что если бы мы себя любили по-настоящему, мы бы сумели по-настоящему любить других. Человек, который не умеет любить себя, то есть, грубо говоря, не знает цели своего существования, тот не может и испытывать любви к другим людям и вообще к жизни. И мне кажется, что я недостаточно люблю себя и тем самым недостаточно люблю окружающих. А мне хотелось бы. У меня есть один очень серьезный недостаток, который можно определить как, как нетерпимость. Я все время стараюсь от этого освободиться, но боюсь, что мне это не удается сделать. Мне не хватает толерантности, мне не хватает терпимости, которая приходит со зрелостью.
Я очень от этого страдаю часто и думаю, что вот это мне не позволяет, так сказать, относиться к людям большей симпатии. Я устаю от людей. Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств. Оно очень зависит от денег. Чрезвычайно. То есть в том смысле даже не от того, что фильм дорого стоит, а также от того, что фильмами торгуют, как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают. Поэтому принято считать, что для того, чтобы картина была хорошей, она должна хорошо продаваться. Если мы думаем о том, что кино – это искусство, то этот вопрос начинает казаться абсурдным. Поскольку, если бы мы сказали, искусство хорошо только тогда, когда оно продается. Если мы хотим, чтобы картины смотрели большое количество народа, мы никогда не сможем сделать так, чтобы эти картины были высокого поэтического мастерства. И там есть еще одна тема, очень важная для меня, это об отношении к опыту человеческому. То есть я хотел бы сказать в этом фильме также о том, что невозможно преподать опыт, нельзя научиться от другого, как жить. Можно только прожить жизнь и сделать какой-то свой вывод. Его нельзя передать другому. Мы часто говорим, нужно воспользоваться опытом наших отцов. Это было бы очень просто. К сожалению, мы должны прожить свой собственный жизненный опыт, иметь свой собственный жизненный опыт для того, чтобы иметь свое отношение к жизни. Когда мы его получаем, жизнь кончается, к сожалению, и мы не можем им воспользоваться этим опытом. А молодые растут, не слушаются стариков и правильно делают, и ищут свой собственный опыт. Когда они его находят, жизнь также кончается. В этом смысл жизни, в этом закон жизни.